Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать холодец по рецепту Мишани. Такой вы еще не ели. Как же Новый год и без холодца? Мы взяли 4 вида мяса. То есть у нас здесь есть говяжья голышка, говяжья голень, это осабука. У нас есть четверть куриная, у нас есть большое крыло индюка. Чтобы придать насыщенность нашему бульону, я взял такой вот перчик, взял петрушку, укропчик, лук, морковку. По специям пройдемся. Перец горошком черный, перец душистый, лавровый лист. Начнем мы, ребята, с подготовки мяса. Самый главный ингредиент. Промоем его хорошо и будем его укладывать в нашу 10-литровую кастрюлю. Ну вот, ребята, мясо мы промыли. Мясо чистое. Видите, какое чистое мясо. Сейчас начнем его укладывать в кастрюлю. Вот так. Значит, вначале мы будем ножки с косточкой. Говяжьи голышки, или же часто говорят говяжья голень. Она богата коллагеном и хорошо желирует бульон. Ребята, потом мы будем укладывать осабука. Это вот голень говяжья, она без кости, но много коллагенной ткани и соединительной ткани. Это то, что даст нашему холодцу вкус и насыщенность. Вот такие ножки, вот такие вот копыта, ребята, дадут много коллагена. Ну и мясо само даст коллаген. Дальше мы уложим крыло и куриная четверть. И наберем, ребята, холодную воду. Если вы обратили внимание, у нас все чистенько. Мясо помыли чисто. На 3 килограмма мяса 4 литра воды холодной. 2 сантиметра, даже 3 сантиметра до края кастрюли. Вот так. Вода начнет кипеть, уменьшим огонек и будем потихоньку снимать пенку, которая будет образовываться на поверхности нашего бульона. Давайте накроем крышкой, чтобы процесс шел быстрее. Ребят, специи мы пока не будем бросать в наш бульон. Раньше соберем всю пенку, проварим еще немного. Минут 5, как соберем всю пенку, и будет чистый бульон, тогда мы лишь будем бросать все специи, овощи, и будем все варить в овощах и в специях. Вернее, томить часов 7-8. Ну вот, ребята, наш шедевр начал кипеть, наш бульон. Видите, сколько пенки? Давайте соберем всю пенку. Собрать надо всю пенку, ребята. Ничего не нельзя оставлять. Чтобы бульон был чистый и красивый, надо снимать всю пенку. Видите, как мы собираем. Пеночка вся уходит потихонечку. И пеночка уходит с лишним жирком, ребята. Почему с лишним жирком? Потому что жирок он легче, чем водичка. И он сверху вместе с пеночкой. И так мы снимаем не только пеночку, и снимаем заодно жирок. Чтобы холодец наш не был жирный. Слишком много жира тоже невкусно, ребята. Давайте мы сейчас еще раз прикроем. Еще раз пусть перекипит. Мы снимем еще раз пеночку и поставим на маленький огонек.
полностью закрывать не надо, чтобы не бурлило. Так приоткроем, чтобы немножко дышало. Ну вот, ребята, закипело второй раз. Опять появилась пеночка. Сейчас мы ее всю пеночку снимем. Чтобы бульончик наш был чистый. Ну и не жирный. Давайте сразу сделаем маленький огонек. Соберем все с поверхности. Еще немножко, ребят. Брали всю пену с нашего бульона. Давайте теперь солить. Я думаю, мы начнем солить. Дадим столовую ложку, видите, без горки. Вот такую вот морковочку, ребят, мы порежем, ну, на 3 части. Вот так, видите? Вот лук. Порежем его пополам, так он лучше отдаст аромат, ребята. И вот, ребята, сладкий перец красный. Я думаю, половину отрезать. Или даже весь перчик мы дадим. Он тоже даст немножко цвет бульону. И аромат. Ну вот, ребята, вот такие вот куски мы бросим. Прежде чем бросать наши специи, давайте мы еще прикроем его. Если будет еще пенка, она всплывет, мы соберем, а тогда дадим специи. А иначе просто мы соберем с пенкой всю специю и выбросим. Подождем еще минутку. Ну вот, ребята, посмотрите, какой наш бульончик красивый, прозрачный и еле-еле дышит. Посмотрите. Вот так он у нас с вами будет вариться до готовности. Смотрите, какая красота, ребята, у нас варится. Видите, какой бульончик чистый. Он не кипит. Проверим его на соль. Нужно еще соли. Столько же, я думаю. Это все, ребята, у нас все сойдет, когда мы будем фильтровать наш бульончик. Видите, какой он будет чистенький, прозрачный и красивый. Давайте отправим специи. Давайте отправим наш этот душистый перец горошком. Черный мы уже отправили. Лавровый листик мы отправим за минут 20 до готовности. Мы отправим лавровый листик на минут 10, а потом вынимем его, чтобы он не дал горечь. А травку мы бросим сейчас, ребята. Пусть оно все это варится. Пусть все оно варится. Все вместе. Пусть обменивается ароматами. Насыщает мясо и наш бульон. Это будет шикарно, ребят. Это очень вкусно. Повторяйте рецепт, и вы не пожалеете. Поставим на самый маленький огонек и пусть себе томится. Все. Ребята, прошло у нас примерно 3 часа. Посмотрите, какая красота у нас.
Посмотрите, какая красота. Сейчас добавим чесночок. Попробуем еще раз на соль. Посмотрите, какой бульончик. Шикарный. Посмотрите, какая красота. И будем продолжать варить. Я всегда на высокие кастрюли ставлю такие палочки китайские. И получается, крышка не закрыта до конца. Лишний пар выходит. И ничего не кипит, ничего не бурлит. Это только на высокие кастрюли, потому что далеко до огня. А низкие кастрюли не ставьте, потому что оно может загореться. И жирный пар не капает на плиту. Вот так должен вариться холодец. Потихонечку кипеть, не спеша. Томиться он должен, просто томиться. Ребята, мясо сварилось, мясо готово. Как наше мясо разварилось. Отлично. Смотрите. Наше мясо разварилось отлично, ребята. И галышки говяжьи разварились. Мясо сварилось, мясо готово. Давайте перед тем, как выключать, добавим 2 лавровых листика. Еще минут 10 мы все это поварим, выключим и вынем мясо, пусть остывает, перед тем, как мы будем его разбирать. Отделять мясо от костей. Прошло 10 минут, лавровый листик поработал в бульоне, голяшки наши сварились, крыло сварилось, осабука мягкая, идеальная, запах обалденный. Выключим бульон, выжмем 3-4 зубчика чеснока. Так. Вот так. Закроем. И пусть себе настоится. Я его выключил. Все. Закроем на 10 минут. Пусть настоится. Потом вынем мясо. Подождем, когда оно остынет. И будем разбирать его. Отделять мясо от костей. И заливать в блюдо. Настоялся в течение 10 минут с чесноком. Теперь я выниму мясо, чтобы оно остыло, чтобы я мог его разобрать, отделить кости или мясо от костей. Пусть остынет, потому что очень горячее. Когда я разберу мясо и разделю это мясо на два таких блюда и буду заливать бульоном, я включусь, ребята. Все вам покажу. Ну вот, ребята, мы часть отделили мясо от кости.
Теперь будем заливать бульон через сеточку. Вот так. Смотрите, какой шикарный бульон у нас получился. Ребята, половник не опускаем глубоко, не размешиваем бульон, не поднимаем осадок. Берем бульон с поверхности, и он потом получается чистый и без осадка. Бульончик чистейший получился бульон. И в меру жирный. Видите, ребята, в меру жирный бульончик получился. И будет очень вкусно, и будет очень хорошо. Для украшения я использую морковку. Вот такая вот красота у нас получилась. Я хочу подчеркнуть, это не только красота, и очень вкусный, и ароматный, и насыщенный. Да, что я хочу сказать, ребята, никогда не используйте желатин, когда вы делаете холодец. Без желатина. Настоящий холодец классический, без желатина. Так, ребята, вот получилось у меня 2 больших блюда холодца. Подождем, пока немножко остынет. Тогда поставим в холодильник, а завтра мы попробуем, посмотрим, что у нас получилось. И вот у меня еще остался бульон, который варился 6 часов. В дальнейшем я его использую для приготовления какого-то другого блюда. Получился шикарный концентрированный бульон, ребята. И посмотрите, какой чистый холодец, какой чистый бульончик под холодец. Посмотрите, какая красота. Друзья, холодец наш простоял ночь в холодильнике. Смотрите, как он застыл. Красота. Сейчас мы его отрежем, положим себе на тарелочку и посмотрите, как он получился. Ребята, посмотрите, какой холодец получился. Он вышел просто идеальным. Просто идеальным, нет слов. Нежная структура и очень ароматный. И что главное, без желатина. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех с Новым годом, здоровья, мира в 2026 году, ребята. До свидания, до новых встреч.